Твоя самая главная ошибка, если ты играешь за ДК, не пробовать билд через кровь. То есть блад ДКшника. Всем здорово, народ, сегодня нам повезло, потому что я решил изначально записать вам геймплейный видос, где я регаю Солоки, но рега в воскресенье в 11 утра это что-то очень страшное на самом деле. И я решил, раз уж такая суета, давай все-таки разберем тезисно еще раз блад ДКшника, покажу, почему он метовый, почему он имбовый и почему за него стоит попробовать играть, если ты еще этого ни разу не делал. Поэтому полетели, сейчас будет интересно. Ну, для начала, это билдачок. Я бегаю в данном билде. Есть некие вариации, о которых сейчас поговорим. Смотри, если тезисно, почему я выкачиваю себе болезнетворность? По сути, это талант, который позволяет нам немножечко выиграть времени в плане диспела наших доток. У Блад ДК какая главная проблема? Если мы накидываем дотки на противника, а это нам нужно, чтобы мы получали увеличенный дэмэдж с удара в сердце, захил с удара смерти, ну, в общем, база, да? Накидываем дотки, потом дамажим, потом хилимся. Но наши дотки диспелимые. У нас нет таланта. Нечестивая порча, как у анхолика или как у гибрида. И если мы койл кидаем в противника, это нам ничего не дает. Наши дотки все равно можно задиспелить. И это вот прям самая базовая проблема, самая такая вот фундаментальная. Но при этом мы выкачиваем ветку льда. И это вот максимально важно, потому что у нас есть перерождение, которое позволяет нам феры диспелить. И также мне очень нравится талант Бесконечная Зима, потому что, во-первых, нам силу повышает на 4%. Это прямая корреляция с нашим дэмэджем. Так еще и бесплатный кик. Наша заморозка разума не требует сил руны, мы можем всегда ее нажимать вообще инста в любой момент. И, конечно же, наша мейн-ветка — это ветка крови. И вот здесь уже реальная суета. Поскольку мы на Сирусе рассматриваем Блад ДК, тут у нас дополнительный талант появился — пожинание. Его на официальном лечении было никогда. Но это на самом-то деле довольно хорошее нововведение. Почему? Потому что у стандартного Блада сила рун тратилась только на койл. Ну, больше не было опций куда-то силу рун потратить. Ну, за исключением, понятное дело, там зеленки, но я об этом не говорю. Я имею в виду дамажные спылы, которые ты тратил. У тебя либо койл, либо рунический удар, который прокает не всегда. Ты не можешь спамить руническим ударом. Поэтому у Блад ДК была вот такая проблема. У тебя сила рун есть, и ты ее сливаешь на кайлы, которые очень мало дамажат в сравнении с анхоликом, в сравнении с гибридом. Кайлы прям реально дэмэджа практически не выдают, потому что нет таланта порочность, который нам за счет силы атаки увеличивает еще и магический дэмэдж. Поэтому разрабы подумали, и тут реально респектушка за то, что добавили пожинание. Также спелл, который стоит силу рун, но при этом он дамажит физическим уроном. Урон от нашей пушки зависит, от нашей в целом силы атаки. При этом этот спелл кастуется в миле, то есть это милишная тычка, милишный удар оружием, короче, слева или справа. Не помню, откуда она крутит этот удар. Короче, не койл, не на дистанции, только вблизи, но это уже более выгодный способ потратить силу рун и реально наносить дэмэдж. Плюс ко всему, когда мы нажимаем пожинание, у нас также новая истерия еще появилась, по сути, переработанная. Теперь продлевается ее баф. То есть мы клацаем истерию, она там 30 секунд на нас висит, постоянно уменьшается ее время действия, но каждый раз, когда мы нажимаем пожинание в противника, плюс 5 секунд к времени действия добавляются. То есть из-за вот этих новых перерисованных талантов можно под истерией бегать бесконечно долго. Литерали бесконечно. Вы можете просто спамить пожинанием, и она на вас будет висеть. У вас даже новая истерия уже откэдэшится, а старая еще не закончит свое время действия. Это довольно забавно, приятно, и нужно об этом помнить. Плюс у Блада невероятно много захила. Если вкратце, у нас и кровь вампира, и кровавая метка, и захват рун, усиленный 3 поинтами талантов, и постоянно мы можем вампириться за счет удара смерти. Это просто офигеть как много. Но также у нас сохраняются стандартные способы захила, то есть смертельный союз, когда мы съедаем пэта, и комбасы перерождением. То есть мы клацаем перерождение и сами в себя начинаем закидывать кайлы, если нужно подхилиться. Это полезно в те моменты, когда вам нужно разорвать дистанцию от противника и за колонной самого себя захилить, при этом не вампирить не. Ну, то есть вы просто силу рун накопили, убежали за колонну, клацнули перерождение и в себя кайлы. Поехали спамить. Поэтому за Блада кайлы можно использовать не столько ради дэмэджа, сколько ради самозахила в определенных ситуациях. Они не очень частые будут, но иногда могут возникать. Поэтому давайте еще раз тезисно. Болезнетворность качаем, чтобы был шанс на антидиспел наших доток, просто выиграть время. Ветки льда мы выкачиваем себе перерождение, как самый приятный талант. Бесконечная зима ради топ-дэмэджа. Ну и, кстати, еще за счет ледяных когтей мы нехило так себе бафаем скорость атаки, а для Блада, поскольку у нас основной дэмэдж физический, это нехилый такой буст. И ветку крови мы можем выкачивать по-разному. Кто-то берет себе кровавых червей, кто-то берет себе отражение заклинаний, кто-то повелитель рун смерти. Не так важно, просто пощупайте, как вам комфортнее всего играть. Я вообще от всего этого отказался, взял себе чистую болезнетворность, как уже рассказал. Символы. Здесь вообще без
исключений, без изменений. Мы всегда берем символ на танцующее руническое оружие, всегда берем символ на удар в сердце, чтобы замедлять передвижение противников, поскольку у нас больше нету лужи, которую мы раскидываем. Ветки анхолик мы не замедляем теперь за счет удара чумы. И третий большой символ — это символ удара смерти, поскольку мы все-таки постоянно будем использовать наш удар смерти, от этого никуда не деться, да и нам не хочется от этого никуда деваться, потому что захил огромный, поэтому мы еще и дэмэдж с него повысим, чтобы было комфортнее. Малые символы, самые два важных — это символ на кровоотвод, потому что он нас больше дамажить не будет сам себя. Не так критично, но это самое мощное из того, что можно взять в малых символах. Плюс символ объятий смерти, потому что все-таки у нас перерождение есть, а значит мы можем больше кайлов в себя закинуть, если мы будем хилиться, поскольку они будут стоить в 2 раза меньше. Как бы он стоит изначально столько же, то есть 40 сил рун, но когда вы его в себя кидаете, вы 20 регените обратно. То есть по факту всего лишь 20. Третий символ малый можно не брать, можно взять. Я взял себе символ воскрешения мертвых, чтобы прах с собой не таскать, для удобства. Главные плюсы и минусы Blood ДКшника. Давайте, наверное, начнем с минусов. Во-первых, у нас нету урона на среднюю и на дальнюю дистанцию. То есть наши дотки, во-первых, диспелятся. Во-вторых, они дамажат меньше, чем в анхолике или чем в гибрид ДКшнике. Плюс ко всему наш койл дамажит меньше. У нас нет пэта, который допрыгнуть до противника может. У нас нет гаргулии, которая стрелять в противника на дистанции может. И мы очень сильно зависимо от того, чтобы быть вплотную к противнику. По сути, Blood ДК становится таким уже ближе к полноценному милишнику, поскольку у нас именно на мили-тычках, на мили-спалах завязан весь основной дэмэдж и бой. Да, с эффектами магии, допустим, но, опять же, очень важно быть именно вблизи к противнику, в упор, потому что у нас автоатаки больно дамажат, у нас основной дэмэдж идет за счет ударов в сердце, под дотками и так далее. Ну и, конечно же, главный минус в общем ДК — это отсутствие мобильности, который в данном случае Блада еще по нам сильнее сказывается, поскольку, опять же говорю, нам нужно быть всегда в упор противнику. Единственный для нас вей что-то сделать — это просто крипнуть к себе оппонента. Поэтому, если вы понимаете, что вас хотят вывести в поле и там раскайтить, в поле вы не выходите. Лучше поближе к своей тиме стоять и поближе к пиларчикам, если вы играете 1x1 против магов, допустим, которые просто будут с вами дистанцию постоянно разрывать. Главные плюсы Blood ДКшников. Ну, во-первых, это такой косвенный плюс. На них довольно редко играют, поэтому противники не все будут знать, что ты такое и как против тебя нужно действовать. Во-вторых, это неимоверное количество самозахила, которое, ну, просто космическое. Давайте я сейчас себя полностью пробью истерии и покажу вам, как я могу захилиться во Власти Льда, например. Итак, смотрите, вот я себя полностью пробил, ну, практически. У меня вот еще 20 секунд действия истерии, постепенно хпшка у меня уменьшается. Как я могу себе максимально эффективно зарегенить хпшку? Во-первых, я клацаю Власть Льда, чтобы у меня просто повысилась выносливость, и мои кнопки в процентаже они будут хилить столько же, но в количестве вот просто единиц они будут хилить больше. Самый мощный способ — это просто клацнуть кровь вампира и под ней съесть нашего пэта, ну плюс еще захват рун, например, бахнуть. Давайте опять же накопим чуть-чуть силы рун. Смотри, сейчас у меня откдэшивается кровь вампира и просто будет бум. Я призываю Вурдалака, я нажимаю кровь вампира, я нажимаю смертельный союз. Бам! Я нажимаю захват рун. Бам! Я фулловый. А ведь при этом я могу еще подойти и похилиться ударом смерти дважды. Ну или, допустим, один раз, окей, если нужно дотки заново накинуть. При этом у меня кровавая метка еще присутствует, которую я могу накинуть на противника, чтобы он меня хилил тычками. И у меня как бы хил еще в команде может быть, если вы вдруг забыли. Поэтому за хила здесь вот просто выше крыши. Ну невозможно умереть, если вы сами этого не захотите. По крайней мере, быстро умереть вы точно не сможете. И третий плюс — это высокий физический дэмэдж. Вот прям реально мощный, если вы правильно раскачаете себе статы, если правильный шмот соберете и так далее. Кстати, если вас интересует полное комплексное вообще понимание, что такое Blood ДК, шмот, статы, геймплей, у меня есть гайд на бусте. Здесь у нас имеется полный гайд на Blood ДК, где я освещаю все основные моменты и рассказываю базу. При этом присутствуют дуэльные разборы против разных классов. Например, Blood ДК против прото-паладина. Вообще самое неприятное, что может нам попасться. Есть даже общий разбор всех спеков ДК, можете перейти, знакомиться, он в открытом доступе. Но только одним ДК все не ограничивается, также присутствуют гайды на паладина, на чернокнижника, вскоре появятся на другие классы и на другие спеки. Есть полный гайд по моему PvP-шному аддону интерфейсу, как все настроить, чтобы было компактненько, минималистично и при этом максимально функционально, как я люблю. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и при этом получить дополнительный контент, то переходи на мой бусти и подписывайся, первая ссылка в описании. Цена, кстати, недорогая, как одна кружка кофе, поэтому я думаю, что предложение выгодное. Больше не затягиваю, погнали смотреть видос.
Поэтому, если мы говорим про арену 3x3, то в целом есть даже некий резон играть по вражескому лекарю. Опять же, это все проблематично из-за того, что нету связи с тиммейтом. Мы не можем комбинировать наш контроль максимально грамотно, последовательно. Ну, потому что тупо на рандоме на чуйке приходится контролем распоряжаться. Ты сало можешь отдать, а твой тиммейт стан. И как вы должны понять, кто первый? Прям во время боя. Ну, без связи это непонятно, поэтому может быть тяжеловато играть по лекарям, но просто если вы бьете вражеского лекаря, у него не будет времени диспелить ваши дотки. А если он диспелит ваши дотки, то он в это время не хилится. Короче, чем-то ему придется все равно жертвовать. И за Blood ДК это довольно эффективно, я вам скажу, работает. У меня есть видосы старые, где я это показываю, где вот с Алоки играю. Нормально. Это реально рабочая тема, но не всегда. Опять же, стоит упарываться прям в лекаря. Нужно по ситуации смотреть, по сетапу и так далее. Кто у вас в команде, кто против вас на лекаре играет. В общем, тут все ситуативно. К слову, если мы говорим про созвездие, здесь Феникс из общедоступных уже не будет лучшим выбором, как для Анхолика и для Гибрида, поскольку сила руны нам не так важна, потому что Кайлы не так много дамажит, а пожинания нам и так хватит силы рун. Короче, самым OP-шным вариантом является созвездие Магистра. Неимоверная имба. Она и для Анхолика, и для Гибрида, и даже для Блада она самая мощная. Потому что у нас есть неимоверно имбульная пассивка «Второе дыхание». У нас присутствует пронзающая сила, которая позволяет нам еще больше противнику броню снижать и так далее. Но если все-таки хочется играть за Блада больше в режиме 1x1, ну или на край там 2 на 2, допустим, то здесь, я думаю, именно Эридары ради телепорта будут в приоритете по отношению к Магистру. Потому что, ну, такая топ-2 раса в целом. Мне не нравится их телепорт, поскольку его нельзя нажимать в рутах, но КД в 1 минуту это прямо солидно. И у вас появляется та самая мобильность, хоть какая-то, которой вам не хватает, особенно в Бладе. Пассивы плюс-минус приятные для Блада. Самое главное в этом созвездии, в созвездии демона, это именно активка. Если мы говорим про созвездие Магистра, здесь активка, да, приятная, но не... можно было бы и без нее обойтись. Тут именно пассивы решают неимоверно мощные. Тут мы можем брать ради мобильности, ради телепорта расу. Главное, не забывайте при игре за Блад ДКшника руну расколотых мечей себе на двуручку чарить. Не надо использовать руну павшего рыцаря, потому что, да, она, конечно, мощная, но если вы словите дизарм, то 10 секунд в нем стоять — это просто похороны. Лучше на 50% снизить длительность этого эффекта и чувствовать себя комфортно. Можете таскать с собой 2 двуручки, если понимаете, что против вас сетап без дизарма, накидывать ту, которую с павшим рыцарем. Пишите комменты, на вопросы буду отвечать. Если вас интересует не только WoW 3.3.5, но также и актуал, а может быть другие игры, то подписывайтесь на Telegram, там у меня все анонсы о стримах, в других видосах выходят. Иногда забавный контент тоже туда постирую. На этом у меня все. Всем прогрессив PvP, всем чао, всем пока.